Кармона есть на канале, все отлично, начинаем. Ну что ж, смотрите, кармоны, они общедоступные, они есть практически в любом торговом центре, практически у каждого это был первый его бонсай. Опытные уже бонсаисты знают, что лучше кармону все-таки избегать. Менее опытные покупают ее, потому что не знают всяких нюансов. Но в любом случае кармона может даже порадовать при должном уходе и не разочаровать. Но в любом случае это растение не самое хорошее для начинающих, не самое хорошее для продвинутых бонсаистов. Это просто, так скажем, растение, которое дает нам возможность познакомиться с миром бонсай, да, самое простое, так скажем, знакомство, это начинается как раз-таки с кармоны. Что ж, кармона, во-первых, это тропическое растение, с этого надо начинать. Так как это тропическое растение, ему необходима влажность. Влажность именно воздуха, влажность именно почвы. Почва никогда не должна пересыхать. Но тут есть один прикол. Если у вас черная земля, да, обычная, в которой вы кармону свою купили, то вы должны ее будете обязательно заменить как можно раньше, но опять же соблюдая правила пересадки. Правила пересадки такие, как у всех тропических растений. Когда рост начинается, тогда вы можете пересаживать. Скорее всего, этот рост будет у вас начинаться как раз-таки весной. Это лучшее время, когда вы видите, что начали появляться новые листики, начали появляться новые побеги, сразу же можете пересаживать. Единственное, что вы должны учитывать, кармона очень плохо переносит пересадки в плане того, что если вы подрезаете корни очень сильно, к примеру, если просто будем сравнивать фикусы, вязы, там какие-нибудь, я не знаю, клены, то кармона это вообще совсем другое. Она ближе к хвойным в этом деле, что она практически не переносит пересадок, подрезки корней, поэтому подрезку корней нужно делать очень-очень постепенно, не больше 20, максимум 30% отрезать, избегать отрезать всякие длинные корни, у которых на концах всасывающие корни. Все это надо делать постепенно. Обязательно кармону нужно пересаживать в гранулированный субстрат. Лучший, конечно же, субстрат это 70 акадамы, 30 кирюзуны. Я всегда это говорю, он универсальный в принципе для всех. Он будет отлично удерживать влагу, отпускать всю ненужную влагу и также иметь питание, которое необходимо кармоне для цветения и для правильного развития. Далее. Очень важна влажность воздуха. Если вы не можете обеспечить высокую влажность воздуха, 80% или выше, то постоянную, да, именно влажность воздуха, то хотя бы опрыскивайте. Опрыскивать надо, раза 2-3 в день. Но также нужно очень, важно вообще, про влажность у меня выйдет еще ролик, будет. Еще что хочу сказать, про влажность очень важно, именно влажность воздуха, делать перерывы с влажностью воздуха, точнее, к примеру, если вы в течение недели будете делать влажность воздуха 80% или выше, что будет очень здорово для кармоны, то хотя бы один день в неделю делайте как разгрузочный день. Влажность воздуха делайте пониже, точнее, какая у вас в ваших условиях есть влажность, такую и делайте. У меня, к примеру, она стоит на улице, здесь постоянно, особенно летом, очень сильно влажно и в то же время жарко, поэтому ей будет нормально. Зимой проблема такая встает, что как же ее к зимовке подготовить и вообще как зимовать кармоне. Все на самом деле очень просто. Если вы просто подумаете, то кармоне проще всего сделать зимовку, потому что зимовка не должна опускаться ниже, точнее температура при зимовке не должна опускаться ниже плюс 15 градусов.
При плюс 15 градусах кормона полностью замирает, она уже практически не растет, очень-очень слабо, может быть, но скорее всего вообще не растет. При плюс 10 она уже будет критическая температура, которая практически убьет ее. Все температуры, что ниже, абсолютно точно ее убьют. Поэтому, если вы покупаете кормону зимой, то пока ее несете до дома, при минусовой температуре она, скорее всего, может отъехать или же, как минимум, скинуть листья. Вот. Как восстановить умирающие растения? У меня есть видео, во-первых, а во-вторых, на форуме, который в описании под видео, там есть статья про воскрешение растений, поэтому вы можете почитать и сделать. Вот. Но я не советую покупать кормоны зимой, потому что, пока вы донесете, скорее всего, она обморозится и будет ее сложно восстановить, потому что это растение очень такое капризное и сложное в плане здоровья. У него практически нет таких вот запасов сил, и из-за этого каждая вот такая проблемная какая-то ситуация с его здоровьем может просто его погубить, оно не вывезет. Вот. И из-за этого также нужно очень правильно понимать вообще, как удобрять растения кормону, да. В основном это, конечно же, удобрение. Лучше всего использовать Green King. Почему Green King? Потому что он сразу ферментируется, он быстрое удобрение положил, оно размокло, и оно начало уже действовать. Точнее, процесс ферментации, он уже был сделан фабрикантом, и из-за этого растение, удобрение быстрее получает возможность отдавать питательные вещества. А растение их уже впитывает. Поэтому я советую Green King. Зимой я советую Anagokoro. На вот такого размера растения, смотрите, это 25 сантиметров, даже чуть больше. Советую 4 шарика Anagokoro. Лучше всего их выкладывать, к примеру, сюда, сюда, сюда и сюда, в каждый из углов горшка. А летом, на протяжении всего лета, всей весны и даже чуть-чуть осени, с самого начала осени, я советую грузить Green King. Green King, 6-7 таких вот трубочек, он идет в форме трубочек. Кладете 6-7 трубочек, опять же, по бортику, и этого будет более чем достаточно. Когда обновлять, когда примерно Green King, он будет в такую кашицу расползаться. И когда вы увидите, что кашица уже практически исчезла, такая стала как жижа, это примерно через месяц-полтора будет, можете класть прямо на то же место еще Green King. У Anagokoro то же самое. Сначала она покрывается плесенью, потом эта плесень уходит и остается такая, как жижа такая непонятная. Вот. Месяц-полтора проходит, еще одну Anagokoro кладете рядом, чтобы она соприкасалась со старой. Таким образом, все бактерии, живущие на старой, перейдут на новую и быстрее ее проферментируют. И значит, что это будет, все процессы быстрее пройдут, лучше пройдут, и качественнее удобрение даст питательные вещества. Вот. Солнца нужно очень много, чем больше, тем лучше. Можно выставлять на солнечные лучи. Единственное, что нельзя поливать, нельзя пропускать поливы. Вода должна быть постоянно в горшке, точнее, почва должна быть постоянно мокрой. Также я советую, видите, этот горшочек, я купил ее у одного человека, за 30 евро. Вот видите, у него ножки есть. Это примерно один палец. Поэтому я сделал маленький поддон, который как раз-таки держит воду на этих ножках. Точнее, видите, у него сливное отверстие. Это сливное отверстие свободно. Точнее, вода из горшка вытекает, но вода, которая накапливается в поддоне, практически, там может быть миллиметра, доходит до этого отверстия. Таким образом, влажность воздуха у корней постоянно высокая в этой зоне. И из-за этого почва сохнет гораздо медленнее, чем могла бы быть. Верхняя, так скажем, прослойка может просыхать,
потому что я все-таки не успеваю так часто поливать. Но нижняя и средняя часть почвы, она всегда мокрая, поэтому это здорово. Вот. Если вы смотрите вот на эту черную жидкость, что это такое, это хелат железа, я только что им полил, потому что, видите, листики здесь. Листики не очень здоровские, ей не хватает железа, поэтому я полил ее железом. Вот. Подрезка. По подрезке все просто, как бы, ну, она довольно неплохо растет из любых точек ствола. Вот, к примеру, вы можете здесь видеть побег. Где еще можете видеть побег? Здесь какой-то цветочек прорезается. Короче говоря, кармона обладает свойствами как бы расти со всего ствола, с любой точки. Это здорово. Единственное, что нельзя прививать никаких веток. Точнее, кармона это не переносит. И прививки даются либо очень сложно, хотя, в принципе, я никого не видел, кто бы сделал прививку на кармону, либо же вообще не удаются, и у вас просто, ну, засыхает ветка. Как бы вы ее там не прививали, эффект будет практически 100% такой, что она просто умрет, эта ветка. Вот, так что можете как бы кармону даже не пытаться прививать, лучше просто набраться терпения. Если вам, например, нужна веточка здесь, то со временем она появится. Если вы будете сильно подстригать все остальные побеги, не давать им расти, то, скорее всего, она вырастет еще и со ствола. Теперь, когда можно делать дефолиацию кармоны? Дефолиацию кармоне лучше вообще не делать, потому что это очень слабое растение. Опять же, я говорю, оно не запасает практически питательных веществ, влаги в своем стволе, и из-за этого, как бы, если вы ее уберете все листья, то у нее практически не будет никаких питательных веществ для того, чтобы создать новую, так скажем, новую поросль, да. Из-за этого на кармонах я не советую вообще делать дефолиацию, особенно если они какие-то там ослабленные или только-только восстановились после какой-то там проблемы. К примеру, вы ее принесли из дома зимой, с улицы зимой, она сбросила листья, они там все почернели, к примеру, да, от холода. Вы ее там искусственное дыхание ей делали, да, вот по этой статье, которая у меня на форуме, вы можете прочитать. Восстановили ее, но делать дефолиацию нельзя. Если у вас какая-то проблема с кармоной была, к примеру, там, в январе, то еще целый год ей нужно будет просто давать питательные вещества, поливать, свет, температуру, влажность, чтобы она восстановилась. И уже на следующий год вы только можете задуматься о дефолиации. Но я все-таки ее не советую, это того не стоит. Как бы. Вот, будучи цветущим растением, я советую вам, если у меня получится, то купить евроудобрение. Это удобрение для цветущих растений, как раз таки для кармона. Оно будет прекрасное, потому что оно в маленьких гранулах идет. И купив там буквально 50-100 грамм, вы обеспечите кармону на целый год удобрениями совершенно спокойно. Если комбинировать чуть-чуть с гринкингом, все будет супер просто. Все остальные там удобрения для цветущих бонсай я не знаю вообще, подойдут, не подойдут, потому что нужно знать НПК. Вот, если хотите, то можете писать НПК удобрений в комментариях, и я вам отвечу, можно, не можно и в каком количестве. Жидкие удобрения вообще не стоит использовать, потому что она очень-очень быстрая. Листья чернит, начинают появляться всякие разные точки на листьях и так далее. Это все причина того, что слишком много удобрений, либо слишком сильная влажность, и просто корни начинают уже страдать. Они не начинают гнить, потому что на тропических растениях сложно, чтобы загнивали корни, но они начинают страдать, задыхаться, и из-за этого листик как бы начинает терять свои свойства и качества, и здоровье. Вот. Поэтому старайтесь всегда делать, так скажем, время отдыха для вашего растения, чтобы ему была сухость,
какой-то, к примеру, один день в неделю делать сухой воздух и поливать, к примеру, там, пропускать один день. Таким образом, у растения будет возможность, если оно, к примеру, там задыхается из-за слишком большого количества влаги, или же, к примеру, там, я не знаю, из-за сильной влажности воздуха у него какие-то проблемы начинаются, то она сможет восстановиться вот за это время. Если вы каждую неделю будете делать такую профилактику, это будет самое лучшее, что вы можете вообще придумать для своей кормоны. Вот. Температура роста летом вообще может быть запредельная. Она переносит отлично любые температуры. Главное, чтобы был воздух, как бы циркуляция воздуха. Точнее, вы можете держать его совершенно спокойно на балконе, к примеру, или на улице. Если там температура 30 или даже за 30, то как бы кормоне вообще никакой проблемы не будет. Единственное, что почва всегда должна быть влажной, как верхняя часть, так и средняя и нижняя. Должен быть поддон с водой. Я еще также советую сделать большой, толстый, такой вот глубокий поддон, наполнить его либо керамзитом, либо лавой, либо просто камнями, залить водой и поставить кормону сверху так, чтобы не соприкасалось вот как раз таки отверстие сливное с водой, чтобы был маленький зазор. Таким образом, у кормоны будет огромное количество воды снизу, которая будет испаряться при жаре и обеспечивать ей влажность. Также она может прорастить корни через отверстие сливное до вот воды и брать питание оттуда. Но это уже как бы растение само решит. Если ему понадобится дополнительная влажность, она возьмет и прорастет просто корнем до туда и начнет тянуть влагу уже из поддона. Это тоже, кстати, здорово, тоже хорошо, не надо обрезать такие корни. Вот, вообще интересное растение. Единственное, что его сложно формировать, потому что очень, так скажем, ветки ломаются легко. Поэтому я советую вам формировать его с помощью обрезки. Точнее, ножничками обрезаете, оно начинает снова отрастать. К примеру, если вам нужно здесь деление делать веточки, вы обрезаете вот по эту вот почечку, и отсюда выйдет еще одна почечка. Или же выйдет она раньше по стволу. Вот, так что, в принципе, здесь как бы, нужно немножко понять растение, как, в принципе, и все. Ни одно растение вы не поймете ни за один сезон, ни за два. Там хотя бы 3-4, а то и 5 сезонов вы должны с растением побыть, поухаживать за ним, чтобы просто понять, как оно растет, как оно реагирует на какие-то определенные ситуации и так далее. Но, в принципе, кормону можно выращивать. Единственное, что, конечно же, добиться из нее чего-то интересного вряд ли вы сможете, потому что, есть очень много вот сложностей, которые я перечислил, и они, просто не будут позволять вашему растению хорошо расти. Вот это растение более-менее уже сформировано, видите, оно сформировано из растения, из торгового центра, потому что, видите, здесь пенек все еще остался, но уже более-менее есть какая-то даже, так скажем, глубина и начальная ветвистость. Осталось только сейчас наполнить ее листьями и, в принципе, продолжать формировать ветвистость. Но мелкой ветвистости на кормоны вы не добьетесь, такой, как, к примеру, у вязов. О такой ветвистости можете забыть. Вот это вот довольно-таки тоненькая веточка, если мы говорим о кормоне, поэтому тут такие вот больше скелетные ветки, так скажем, вы будете делать, так как побеги у нее растут немножко по-другому, не как у всех. Точнее, появляется много-много листиков из одной точечки, и потом начинает расти уже веточка. А может вообще и не начать расти. Поэтому она такими кустиками как растет. Вот вы сами это видите. Поэтому, как растение для бонсай, да, вы можете его использовать, но чего-то качественного, интересного и крутого вряд ли вы сможете добиться. Также все еще берут кормону из-за того, что она цветет. Но цветение у нее, я бы сказал, очень не очень, потому что,
Цветочки довольно-таки неказистые, некрасивые. Если вы хотите что-то похожее, то я бы посоветовал вам купить сирису вонючую, и все, как бы сириса фетида. И это сразу же шах и мат Кармоне. Если вы совсем хотите бомбического цветения, то берите азалию, вообще не ошибетесь, потому что, во-первых, у меня есть плейлист на канале, как выращивать азалию, вы можете ее также посмотреть, этот плейлист, там вообще все полностью об азалиях есть. И на самом деле азалию также просто выращивать. Последнее, что я хочу вам сказать, это про полив. Именно о качестве воды. Качество воды должно быть очень хорошим, но в принципе Кармона может выдерживать и плохую воду в каком-то, так скажем, промежутке времени, не на постоянной основе. Поэтому лучше, конечно, поливать осмосом, дождевой водой или покупной какой-то супер слабой минерализации. Можете на Алиэкспрессе купить ТДС метр, называется, который будет жесткость воды мерить. Ну, не жесткость воды, а наполненность воды веществами. Вот. Лучшая вода это как бы от 10 до 100 ppm, по-моему, это называется. Вот. Те, кто в теме, те поймут меня. Все, что выше, это уже как бы не здоровская вода. Так что вот такие вот дела. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам было информативно это видео. Понравилось. Может быть, если что-то я упустил, то напишите в комментариях свой вопрос. Я сразу же на него там отвечу. Я довольно-таки быстро отвечаю. Поэтому, пишите свои вопросы. Я думаю, что в принципе все основные темы по Кармоне я осветил. Поэтому прошу вас поставить лайк этому видео, написать комментарий, возможно, какой-то вопрос, и подписаться на канал, потому что скоро выйдет еще очень много интересных видео. Ну а с вами был Дима из Испании. Всем спасибо, всем пока.